уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и ветераны вооруженных сил Советского Союза, товарищи генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, граждане и гражданки Луганской Народной Республики, братья и сестры, гости праздника. 9 мая 1945 года наши славные деды и прадеды сокрушили фашистскую гадину в ее берлинском логове. Они спасли весь мир от коричневой чумы и дали нам 70 лет спокойной жизни, плодотворной жизни на благо Родины. Спасибо вам, ветераны, за это. Но гнилой западный ветер принес новую войну на Украину, и теперь нам приходится тушить его. Мы не ждали войны, и мы не готовились к войне. Но когда незваные с оружием пришли на нашу землю и начали вести себя как немцы в 1941-м, мы были вынуждены защищаться. Сначала почти голыми руками. Сначала сила была на их стороне. Но, как говорит пословица, Бог не в силе, а в правде. А защита своего Отечества и Родины есть самая святая и правдивая обязанность. Сегодня мы имеем вооруженные силы, которые заслужили благодарность у луганчан, страх у натюков и славу у историков. Я помню, как гражданские люди приходили к нам в ополчение и за считанные дни профессионально овладевали навыками войны из минометов, артиллерии, танков и побеждали. И не только побеждали, а заставляли обратиться в бегство даже западных наемников. Мы все знаем, как сводные отряды Министерства внутренних дел в зимнюю кампанию повторяли подвиг наших отцов и прадедов. И точно так же поддержали традиции особых батальонов Министерства внутренних дел. А наши казаки, которые своей честью, верностью присяге, храбростью, я уверен, заслужили бы одобрение и атамана Платова. У них был один из самых трудных участков. Они стояли и выстояли. Они не дрогнули и не побежали. Они победили. Наши ветераны шли к победе долгих 4 года. У нас нет этого времени. Мы должны прийти к нашей победе быстрее. Глядя на вас, наши ветераны, наши силы удесятеряются. Русский солдат никогда не проиграл национально-освободительную войну и отечественную войну. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ура, товарищи! Парад! Смирно!
батальона. На одного линейного дистанции. Первый батальон прямо, остальные направо. Шагом марш! Командира комендантского полка подполковника Никишина. Ваш военный состав указан главы 21-14 года. Военная комендатура реорганизована в отдельный комендантский полк. Торжественным маршем перед трибунами проходит вторая отдельная мотострелковая бригада. Парадный расчет возглавляет командир бригады полковник Айрапетян. Мимо трибун проходит парадный расчет 4-й отдельной мотострелковой бригады. Его возглавляет командир бригады подполковник Николай Скоробогатько. Торжественным маршем мимо трибун проходят военнослужащие отдельного батальона материального обеспечения. Возглавляет парадный расчет командир батальона капитан Грибанов. Торжественным маршем по площади проходят парадные расчеты 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени генерала Матвея Платова. Парадные расчеты возглавляет командир полка полковник Павел Дремов. Девиз полка «В единстве и вера наша сила». По площади проходят артиллеристы отдельной артиллерийской бригады. Командует парадными расчетами командир бригады полковник Александр Бабичев. Продолжают парадное шествие бойцы отряда мобильного особого назначения «Беркут» Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики. Командует расчетом полковник милиции Валерий Костенко. Торжественное прохождение пеших колонн завершает расчет Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова. На марше сводный духовой оркестр. В нем идут музыканты Академического симфонического оркестра Луганской филармонии, оркестра Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского,
оркестра муниципального театра эстрадной музыки и песни, дирижер сводного оркестра Сергей Патрасев. На главную площадь нашей республики входит боевая техника. Первыми на площадь входит парадный расчет с боевым знаменем отдельного механизированного батальона на автомобиле УАЗ.